Привет! Давайте-ка сегодня разберемся в одной такой, знаете, очень знакомой ситуации. Почему одни приложения помнят все настройки, а другие как будто с амнезией? Ответ кроется в локальном хранении данных, и сейчас мы эту тему разложим по полочкам. Но наверняка знакомая история. Включаешь темную тему, все красиво, закрываешь приложение, а при следующем запуске — бац, и все снова светлое. Это вот классический пример приложения без памяти. Так вот, решение этой проблемы называется постоянство данных, или по-английски persistence. Это абсолютно фундаментальная концепция, которая как раз и позволяет приложению что-то помнить между сессиями. Без нее каждое открытие было бы как в первый раз. И ведь постоянство данных — это не просто какое-то удобство, это основа многих функций. Это и сохраненный логин, и товары, которые ждут в корзине, и возможность почитать что-то без интернета. Все это — результат работы с локальным хранилищем. Окей, чтобы понять, как все это устроено, давайте представим себе такую лестницу хранения данных. У каждого типа информации есть своя ступенька, от самой быстрой, но ненадежной, до самой большой и глобальной. Смотрите, вот как эта иерархия и выглядит. На самом верху оперативная память, которая моментально все забывает. Совсем внизу облако, а мы сегодня сфокусируемся на золотой середине, на локальных хранилищах, прямо на устройстве. Они идеально подходят для небольших данных, вроде той самой настройки темной темы. Итак, заглянем в наш ящик с инструментами. Как же именно сохранить эти простые настройки? Давайте рассмотрим два очень популярных подхода. Один из мира Android, а другой из мира Python. С одной стороны, у нас Shared Preferences в Android — это такой специальный инструмент для своей задачи. С другой — работа с JSON-файлами в Python — очень универсальный и гибкий метод. Оба, по сути, решают одну и ту же проблему, но подходят к ней немного по-разному. Так, давайте копнем поглубже именно в Android. Share Preferences — это, грубо говоря, маленький личный сейф для настроек. Он хранит простые данные, строки и числа, всякие флажки включено-выключено, в специальном XML-файле, до которого другие приложения добраться не могут. Смотрите, весь процесс записи — это по сути 4 простых шага. Сначала получаем доступ к файлу, потом открываем режим редактирования, кладем туда наши данные по ключу и, что очень важно, применяем изменения с помощью apply. Это как положить записку в ящик стола и аккуратно его закрыть. А что там в Python? А там на самом деле логика очень похожа. Создаем словарь с нужными данными, открываем файл и используем JSON-dump, чтобы этот словарь туда записать. А удобная конструкция withOpen сама следит, чтобы файл потом закрылся. Результат тот же самый — данные на месте. Но, знаете, просто сохранить данные — это только полдела. Нужно сделать это так, чтобы приложение не тормозило и чтобы важная информация была в полной безопасности. И вот тут главная проблема — это, конечно, скорость. Любая запись на диск занимает время. Если делать это в основном потоке, который рисует интерфейс, то приложение как раз и начинает подвисать, фризить. А зависший даже на долю секунды экран может создать впечатление, что все сломалось. И вот как раз здесь скрывается один супер важный нюанс в Android. Есть метод apply, который делает всю работу по сохранению в фоновом потоке, не мешая интерфейсу. А есть его брат-близнец commit, который, наоборот, все блокирует, пока не закончит запись. Поэтому правило простое. Почти всегда используем apply. Так, окей, с производительностью разобрались. Но что насчет безопасности? Ведь в хранилище может лежать не только цвет темы, но и, скажем, токен для входа в аккаунт. И вот тут, внимание, очень важный момент. Стандартный Shared Preferences — это по факту простой текстовый файл. На устройстве с root-правами его содержимое можно прочитать как открытую книгу. Для токенов, паролей и прочих секретов это, конечно, совершенно неприемлемо. Но, к счастью, решение есть, и оно, что называется, из коробки. Encrypted Shared Preferences — это как тот же сейф, только теперь бронированный. Он использует мощное шифрование, а главный ключ от всего этого хранится в специальном защищенном на уровне железа хранилище Android Keystore. Это, по сути, индустриальный стандарт для безопасного хранения таких вот секретов. Мы поговорили про отличные инструменты для простых задач, но очень важно понимать их границы и вовремя распознать момент, когда пора доставать что-то помощнее. И вот те самые красные флаги. Если данных становится много, если по ним нужен сложный поиск, если данные как-то связаны между собой, например, пользователи и их посты, все, простые файлы перестают быть хорошим решением. Это верный знак, что пора переходить на настоящую базу данных, например, SQL. Давайте подытожим. Получается простое правило для выбора инструмента. Для простых настроечек — Shared Preferences или JSON. Для файлов вроде картинок или документов — файловая система.
Для структурированных данных с поиском — SQLite. А для всего, что должно синхронизироваться между устройствами, смотрим в сторону облака. Выбор правильного инструмента — это и есть ключ к хорошему и эффективному приложению. Ну и в конце, как обычно, вопрос на подумать. Посмотрите на приложения, которые у вас установлены, или на те, что разрабатываются. После всего, что мы обсудили, можно ли быть уверенным, что для каждого типа данных там выбрана та самая правильная коробочка? Это ведь вопрос не только эффективности, но и безопасности.